Можно спорить сутки напролет, есть ли у той или иной машины харизма и характер, но душа точно имеется у каждой из них. Глаза – это зеркало души. Будучи всецело подчиненными требованиям безопасности, фары продолжают подчеркивать все самые важные качества того или иного автомобиля. Примером классических выдвижных фар можно считать Toyota Trueno. А посмотрите на передние фары современного Dodge Challenger. По-моему, напоминает глаза разъяренного быка, в то время как взгляды современного MX-5 выглядят гладко и целеустремленно, словно прищур нацелившегося на свою добычу гепарда. Сегодня предлагаю вам взглянуть на самые необычные, удивительные и уникальные автомобильные фары в истории. Впервые механически поднимающиеся фары появились на американском автомобиле Cord 810. Оптика пряталась в передние крылья и выдвигалась водителем вручную, с помощью специальных ручек в салоне, которые опускают боковые стекла. Каждая фара поднималась отдельно. Эту систему дизайнеры подсмотрели у посадочно-рулежных фар самолетов того времени, прячущихся в фюзеляж для улучшения аэродинамики. Однако, из-за множества неустраненных дефектов, у марки сложился резко отрицательный имидж. Бренд сразу же возглавил рынок, сперва поглотив новые наработки. Последний автомобиль со складываемыми фарами – это Lotus Esprit, который является настоящим долгожителем, продержавшимся на конвейере с 1976 года по 2004 год. Вместе с ним на пенсию ушел и данный тип фар по причине новых правил безопасности, ограничивающих различные выступы из кузова автомобиля для повышения безопасности пешеходов. Да и развитие светодиодных технологий помогло поставить финальную точку. Казалось бы, чем может отличаться друг от друга по сути одинаковый механизм? Даже скрытая оптика добавляет индивидуальности авто. Посмотрите на BMW 8 серии в кузове E31. Еще при жизни она обрела статус культовой машины. Выдвижная оптика – одна из многих экстравагантных особенностей британского седана Aston Martin Lagonda, которая помогла снабдить этот автомобиль маленькой радиаторной решеткой. Ferrari Daytona, в отличие от большинства, даже позволяет заглянуть в свои опущенные фары, хоть они и скрыты от посторонних глаз за решетчатым покрытием. Удивленные глаза Mazda MX-5 как бы недоумевают от той скорости, с которой они проносятся мимо попутных автомобилей в плотном городском потоке. Porsche 911 со складывающейся оптикой. Были и такие, правда в очень ограниченном количестве. По некоторым данным, всего было выпущено 900 экземпляров данной модели. Также выдвижные фары делали на 928 модели 1984 года. Даже компания Honda позволила себе оснастить сонными глазами переднюю часть своей Honda Prelude. Машина выпущена в 1984 году. Немного позже японский автопроизводитель также выпустил трехдверный Accord Aero с опцией открывающихся фар. Данный автомобиль многие знают из-за его необычных передних фар. Для своего времени Chevrolet Corvette 1984 года можно отнести к шедевру инженерного искусства. Его фары выдвигаются, переворачиваясь на 180 градусов. Среди автомобилей мечты начала 90-х годов несомненно на первом плане был Jaguar XJ220. Передние фары этой машины оснащались механической системой. Альфа Ромео, Монреаль 1970 года. В отличие от своих собратьев, передняя оптика у этого автомобиля была словно веками, прикрыта решетчатыми жалюзи. Из-за этого Монреаль казался сонным. Однако, стоило включить фары, решетки прятались в специальные ниши внутри капота. Итальянка превращалась в агрессивного зверя. Американцы в свое время считали, лучшие фары – это те, которых не видно.
Один из самых потрясающих примеров – спрятанные за металлическими жалюзи фары Buick Riviera 1965 года. Не менее легендарным является Dodge Charger, знаменитый своей радиаторной решеткой, скрывающей фары. Прятать их за радиаторную решетку американские дизайнеры пытались и раньше. Но у Dodge в 1967 году это получилось лучше всех. Еще один яркий представитель скрытых фар — это Chevrolet Impala в версиях SS и Caprice конца 60-х. У первого они открываются словно веки, которыми являются фальш-части радиаторной решетки. Caprice обладает похожим, но более сложным решением. В 1951 году Buick представил концепт Le Sabre. Кузов, напоминающий истребитель тех лет, был изготовлен из алюминия, магния и стеклопластика. Дизайнеры действительно черпали вдохновение в авиации. Капот переходил в круглый нос. Ниже можно увидеть хромированные элементы, символизирующие пропеллер, а корма заканчивалась двумя плавниками, ставшими впоследствии иконой стиля для большинства американских машин. Тема всплывающих фар вечна. В мире было огромное множество решений такой оптики, потому что это было модно. Но это уже пройденный этап. А вообще складные фары — это целая эпоха автомобилей, которые никак нельзя вместить в пределы одного ролика.